Всем здравствуйте! Сегодня я хочу предложить вам связать вот такую красивую, маленькую, милую единорожку. Вот как она смотрится со всех сторон. У этой единорожки отдельно вывязываем рог. Далее начинаем вязать снизу туловище, вывязываем лапки нижние, верхние. Далее продолжаем вязать голову. Это одна цельная деталь. Далее пришиваем рог, вывязываем на голове ушки и вывязываем вот такие кудри. И хвостик и грива. И вот получается такая небольшая маленькая игрушка. И расход пряжи на нее тоже небольшой, так как игрушка маленькая, вот помещается в ладошки. По сантиметрам показываю. Игрушка, если замерять вместе с рогом, то 10 сантиметров. Если без, то 9 сантиметров. По такой схеме мы уже с вами вязали котика и вот такого зайчика. Мастер-классы на котика и на зайку у меня уже есть на канале. Я оставлю ссылку на видео и под видео. Если вам понравились эти игрушки, переходите и вместе с вами свяжем. А в сегодняшнем видео будем вязать вот такую милую единорожку. Для нее я использую плюшевую пряжу. В 100 граммах, так, не там, вот, в 100 граммах 120 метров. И крючок 4 миллиметра. На рог я использую пряжу джинс Yarn-Art. И это пряжа для гривы Jeans Crazy. И покажу. Вот в 50 граммах 160 метров и крючок 2 миллиметра. Давайте вместе с вами сегодня свяжем вот такую красоту. Делаем кольцо амигуруми. В это кольцо ввязываем 6 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4, 5, 6. В первом ряду 6 столбиков. Вяжем второй ряд. Во втором ряду в каждый столбик предыдущего ряда вяжем по прибавке. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Третий ряд. Вяжем 5 столбиков. 1, 2, 3, 4, 5. И теперь вывязываем первую ножку. 5 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5. Сделали накид. Возвращаемся в третью воздушную петлю от крючка. Привязываем 1 столбик с накидом. Второй и третий. Теперь вяжем их с общей вершиной. Соединительную петлю в тот столбик, в ту воздушную петлю, из которой вывязывали столбики, и 2 соединительные петли по воздушным петлям.
и в сам столбик, чтобы не было никаких дырочек. Теперь 4 столбика. 1, 2, 3, 4. Вторая ножка. 5 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5. В третью воздушную петлю от крючка вяжем 3 столбика с накидом. 1, 2 и 3. Провязали 3 петельки, теперь оставшиеся 2. Соединительная петля там, где вывязывали столбики с накидом, и 2 соединительные петли по цепочке, и соединительная петля в сам столбик. И до конца ряда довязываем 3 столбика. 1, 2, 3. Получилось 12 столбиков без изменения. Четвертый ряд вяжем 12 столбиков. 1, 2, 3, 4, 5. Лапку опускаем. 6, 7, 8, 9. Лапку опускаем. 10, 11 и 12. Далее я вставлю видео, как вяжем вот такого котика, потому что вяжется туловище далее одинаково. Пятый ряд. Вяжем 12 столбиков. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 и 12. Шестой ряд тоже 12 столбиков. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. В седьмом ряду вывязываем ручки. Вяжем 1 столбик без накида, 2, 3, 4, 5 и вывязываем ручку. 1, 2, 3, 4, 5 воздушных петель, и в третью воздушную петлю от крючка провязываем 1 столбик с накидом, 2 и 3. Провязываем 3 петельки. Теперь оставшиеся 2. Теперь соединительная петля в ту петлю, из которой вывязывали, и 2 соединительные петли по цепочке. Теперь в столбик 1 соединительная петля, по туловищу 1, 2, 3, 4 столбика и вывязываем вторую ручку. 1, 2, 3, 4, 5 воздушных петель.
Сделали накид, в третью воздушную петлю от крючка 1 столбик с накидом, второй столбик с накидом и третий. Провязали 3 петельки, теперь оставшиеся 2. И по цепочке из воздушных петель провязываем 2 соединительные петли и 1 в сам столбик. И довязываем до конца ряда 1, 2, 3 столбика. Наполнили наполнителем 8 ряд. 2 столбика, 1, 2, убавка. Так повторяем 3 раза. 1, лапку убрали, 2, убавка, 1 столбик, 2 и убавка. В конце ряда 9 столбиков. Теперь 9 ряд, 9 прибавок. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. 10 ряд. Вяжем 6 столбиков. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Здесь по центру нужно провязать 6 прибавок. Вы тоже смотрите по своей плотности вязания. Возможно, вам нужно провязать плюс-минус 1 столбик. И здесь 6 прибавок. Вот первая прибавка, вторая прибавка, третья прибавка, четвертая прибавка, пятая, и шестая. И довязываем до конца ряда. 1, 2, 3, 4, 5, 6 столбиков. Всего получилось 24 столбика. 11 и 12 ряды вяжем по 24 столбика. Теперь 13 ряд. Вяжем 6 столбиков. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Вот здесь я отметила спереди по центру делаем 6 убавлений.
Первая убавка, вторая убавка, третья, четвертая, пятая, и шестая. И довязываем 6 столбиков. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Получилось 18 столбиков. 14 ряд. Вяжем 18 столбиков. Связываем их самостоятельно. Между 13 и 14 рядами я вставила глазки на безопасном креплении 10 миллиметров, и между глазками 3-4 столбика. Продолжаем вязать 15 ряд. 1 столбик и убавка. Всего таких 6 повторений. В конце 15 ряда 12 столбиков. И берем наполнитель, наполняем наполнителем. Последний 16 ряд. 6 убавлений подряд. Довязываем их до конца ряда. Прячем сверху дырочку за передние стенки каждого столбика. Ниточку подтягиваем. И спрятали дырочку. Вот получилась такая основа. Делаем утяжку мордочки. Я беру пряжу джинс Ярнард, внизу головы прокалываем и выводим в уголочке глазика. Оставили внизу хвостик, переходим на второй уголочек этого же глазика. Отступаем внизу 1 столбик и выводим ниточку. Точно так же проделываем со вторым глазиком. И теперь делаем утяжку, подтягиваем ниточки. С одной стороны завязываем на 1 узелок, переходим на второй глаз и здесь подтягиваем. Завязываем по второму узелку и прячем ниточку вовнутрь изделия. Вот получилась такая основа для единорожки. Теперь берем пряжу джинс Ярнард и крючок 2 миллиметра и свяжем рог. Сделали кольцо амигуруми. В это кольцо ввязываем 6 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4, 5, 6. В первом ряду 6 столбиков. Вяжем второй ряд. Во втором ряду тоже провязываем 6 столбиков. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Вывернули вязание. Третий ряд 1 столбик. Следующий прибавка.
Так вяжем до конца ряда. 1 столбик, прибавка, еще 1 столбик, прибавка, получилось 9 столбиков. Получился такой рух. Еще провязали 4, 5 и 6 ряды по 9 столбиков и наполнили наполнителем. Теперь прикладываем туда, где должен располагаться рог, и за основную деталь, потом за столбики там, где рог, и снова основная деталь, дополнительная деталь. И так пришиваем 2 детали друг к другу, делаем узелок и прячем ниточку вовнутрь изделия. И вот так игрушка уже смотрится, когда пришили рог. И вот я вывязала такое ушко. Показываем с обратной стороны. Присоединяем пряжу. И в этот же столбик провязываю полустолбик с накидом. Теперь сделала накид, столбик с накидом из этой же петельки. И еще полустолбик с накидом тоже из этой петельки. Получается такое ушко. И делаю соединительную петлю. Я делаю рядышком за соседний столбик. Вот так расправляем его, отрезаем ниточку. И вот получились такие ушки. Эти ниточки прячем вовнутрь изделия. И вот теперь вяжем гриву. Я взяла пряжу джинс Ярнард. Вот такая она, меланжевый цвет. И делаем так. Вот сверху, там где рог, присоединяем пряжу и набираем цепочку. Я набираю 30 воздушных петель. Вот цепочка 30 воздушных петель, и во вторую воздушную петлю от крючка вяжем прибавку. И так в каждую воздушную петлю провязываем по прибавке. То есть из одной петельки вывязываем 2 столбика без накида. И так довязываем до конца ряда. Вот получилась такая грива. И теперь свяжем хвостик по принципу, как и гриву. Присоединяем пряжу. Набираем цепочку из воздушных петель то количество, которое вы хотите. Я буду набирать 25 воздушных петель. И вот в каждую воздушную петлю, так же как и гриву, провязываем по прибавке по 2 столбика без накида. И вот получился такой хвостик. Я сделала 3 пряди. И вот еще оформила так мордашку.
вышила носик и реснички. Игрушка готова. Всем спасибо за внимание. До новых встреч!